Автозаводы в России останавливаются, стоки машин на складах не сокращаются. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наши Рутуб, ВК и Телеграм-каналы. Недавно Центробанк озвучил решение снизить ключевую ставку с 20 до 18%. На первый взгляд звучит обнадеживающе. Вроде бы новость со знаком плюс. Сразу создается ощущение движения к облегчению. Автокредиты, казалось бы, должны стать чуть доступнее. Производственные предприятия чуть увереннее в завтрашнем дне. Можно даже представить, как у заводчан дыхание становится глубже, а мысли светлее. Но не все так просто. Во-первых, эффект от этого снижения будет растянут во времени. Кредиты не подешевеют по щелчку пальцев. Ни завтра, ни послезавтра. Пройдет несколько месяцев, прежде чем изменения почувствуют конечные потребители. Во-вторых, как ни крути, ставка в 18% все еще воспринимается как преграда, причем как для рядовых граждан, так и для предпринимателей. По сути, она остается недостижимым порогом для массового спроса. Это как витрина с красными вещами, которой не подойти из-за стеклянной стены. По оценке специалистов, стабильность на рынке возможна лишь при ставке ниже 10%. А если мы хотим реального рывка, чтобы автомобили снова активно производились и продавались, то необходимо опускаться до 4-5%. Это не авторские фантазии, а выводы людей, погруженных в автоотрасль, журналистов, аналитиков и представителей самих автозаводов. На этом фоне минувшая неделя отмечается не только снижением ставки, но и неприятными новостями от автопроизводителей. Сразу два крупных предприятия приняли решение перейти на 4-дневную рабочую неделю. АвтоВАЗ, судя по всему, тоже уже определилась, хотя официально пока молчит. Слухи, идущие изнутри, подтверждают, решение принято, осталось только озвучить. А теперь подробнее о заводах. С начала следующего месяца на 4-дневку уходит КАМАЗ. Очевидно, что к такому решению их подтолкнула не позитивная динамика, а глубокое падение на рынке тяжелых грузовиков и коммерческого транспорта. Минус 60% по сравнению с прошлым годом. Это, пожалуй, один из самых драматичных показателей в отрасли. На этом фоне КАМАЗ еще и держится лучше многих. Снижение всего на 30%. Свою роль играет и то, что у предприятия есть стабильный клиент – государство. Но даже при этом объемы выпуска оказываются избыточными. Спрос попросту не догоняет предложение. А потому неудивительно, что завод решил сбавить обороты. Хотя бы на один день в неделю. Ведь и складские площади не бесконечны. Машины прошлого года, вероятно, еще стоят в ожидании покупателей. Подобный шаг предприняли и в Нижнем Новгороде, на заводе ГАЗ. Хотя рынок легкого коммерческого транспорта упал не так сильно, примерно на 30%, это все равно существенный минус. Представители завода заявили, что весь следующий месяц коллектив будет трудиться 4 дня в неделю. Это делается ради сохранения рабочих мест. Мол, лучше сократить график, чем сокращать людей. Решение понятное. На фоне дефицита кадров по всей промышленности увольнение означает потерю специалистов навсегда. Ушедшие едва ли вернутся обратно при первой возможности. А для тех, кто планирует сэкономить до 40% на покупке автомобиля, используя лазейку в утильсборе, рекомендую обратиться в Hotcar Online. Ребята поставляют автомобили с аукционов Японии и внутренних рынков Южной Кореи и Китая с полным набором услуг от поиска и покупки до отправки, оформления и доставки в ваш город. Hotcar берет на себя подготовку всех документов, перевозку на судне, растаможку, ГИБДД, а вы получаете автомобиль, готовый к эксплуатации. Ознакомьтесь с базой отзывов и рекомендаций от клиентов, с которыми уже пройден этот путь. Контакты и ссылки оставил под видео, пишите или звоните, и вам рассчитают стоимость понравившегося автомобиля и расскажут, как получить выгоду до 40% с рынком РФ. А мы идем дальше. А что же с АвтоВАЗом? Вот он, тот самый третий завод.
который пока еще официально размышляет, что делать, но по инсайдерским данным решение уже принято. Переход на сокращенный график состоится. Через 2 месяца АвтоВАЗ присоединится к КАМАЗу и ГАЗу, перейдя на ту же модель работы. Однако до этого момента предприятие ушло в корпоративный отпуск. С сегодняшнего дня на 2 недели. Причина все та же – разгрузить склады. Надеются, что за это время дилеры распродадут хотя бы часть произведенного, да и конвейеры немного отдохнут. Косвенно все это подтверждает, что ждать широкого появления новой Лады Искры у дилеров пока рано. Машин нет на складах, и увеличивать объемы производства никто не спешит. Возникает вопрос, может ли случиться так, что автозаводы вовсе остановят конвейеры? По последним сообщениям СМИ, прошлый месяц не принес долгожданного снижения складских запасов. Машины продолжают скапливаться, причин несколько. Первое, все еще значительный объем импорта. Несмотря на утилизационные сборы и пошлины, только за 1 месяц в страну везли почти 26 тысяч автомобилей. Это на 45% больше по сравнению с маем. Вторая причина – сами заводы. Они не снижали темпы. В прошлом месяце было выпущено 78 тысяч легковушек, и это только по легковому сегменту. Если вспомнить, как было год назад, то прирост составил 34%. Тогда рынок чувствовал себя увереннее, но и складов было поменьше. Суммарно, если взять данные по производству и импорту, в прошлом месяце появилось 104 тысячи новых автомобилей, а продано всего 90 тысяч. Получается, около 13 тысяч машин отправились в пополнение уже переполненных складов. Остается только удивляться, как у нас вообще хватает мест, чтобы все это хранить. Если такая тенденция сохранится, заводам, возможно, придется не только снижать рабочие дни, а переходить к еще более суровым мерам. Например, работать 3 дня в неделю, а то и через неделю. Вариантов немного. Они считают, что пусть лучше автомобили сгниют, но цены снижать они не будут. Гранта 400 тысяч, Искра 600, Веста 700. Вот максимально допустимые цены на эти автомобили. Дороже они не могут стоить. Трамп вводит пошлины. Это незаконно, говорит телевизор, а для своих граждан пошлины в виде всяких сборов – это полезно. Заводы живут на дотациях и ничего им больше, похоже, не надо. Все хорошо. Депутаты Госдумы одобрили законопроект о повышении пошлин в 1,5-3 раза. В первую очередь индексация затронет популярные у автомобилистов госуслуги. Сбор за выдачу водительских прав увеличат вдвое. За документ старого образца он составит 4000 рублей, нового образца 6000. Подорожает и выдача международных прав до 3200 рублей. Оформление ПТС обойдется в 1,5 раза дороже. 1200 рублей. Внесение изменений в документ будет стоить 525 рублей. Госпошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства на бумажном носителе 1500 рублей, на пластиковом 4500. Повысится госпошлина за выдачу госномеров на автомобиль до 3000 рублей, сейчас она 2000. За регистрационные знаки на прицепы и мотоциклы придется платить 2250 рублей. Сбор за разрешение на внесение изменений в конструкцию машины вырастет до 3000 рублей. Будет введен ряд новых сборов. Появится 500-рублевая пошлина за внесение данных в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра. Она будет уплачиваться после того, как машина прошла ТО и должна получить диагностическую карту. В прошлом году таких карт по данным МВД было оформлено 9 миллионов. Введут сбор 50 рублей за запрос на получение выписки из Госреестра транспортных средств. В МВД говорят, что такая услуга в прошлом году была предоставлена около 1,8 миллиардов раз, но сейчас она бесплатна. Автошколам придется раскошеливаться на 15 тысяч рублей за получение от ГАИ заключения о соответствии материально-учебной базы, учебные классы, автомобили и площадки. Такие документы
нужны для получения обязательной лицензии. Предполагается, что госпошлины повысят через месяц. А вы как думаете, друзья, пойдут ли наши заводы до полной остановки или обойдется? Давайте обсудим в комментариях. Ну и обещанная мною шутка. Занимательное наблюдение. В последнее время даже больше, чем новости о росте инфляции, глобальном потеплении и политической напряженности в мире, пугают сообщения, начинающиеся простыми словами. Один из депутатов предложил: а больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.